это вот та настоящая натуральная охота, когда ты на лошадях по 25 километров в седле в день, когда ты идешь постоянный поиск. Холодно становится. Сейчас до 20 градусов опустится температура. Киргизстан. Небольшая страна в Средней Азии, через земли которой когда-то пролегал Великий Шелковый путь. 90% территории Киргизстана занимают горы. На юго-западе ее пересекают хребты Памира-Алая, а на северо-востоке – Тянь-Шань. В Киргизстане трофейный охотник Сергей Мазуркевич постарается добыть 2 трофея. Аргали-Хьюма, также известного как киргизский архар, и среднеазиатского горного козла. Трофейная охота в Киргизстане. Аргали-Хьюма и среднеазиатский козерог. Охота будет проходить в горах Тянь-Шань, у границы с Китаем. Чтобы добраться от аэропорта Бишкека до места охоты, команде нужно пересечь всю страну с севера на юг. После ряда легких охот, таких как в Европе, я для себя все-таки определил, что мы выбирать будем более сложную охоту. И по этому принципу, наверное, ближайшие экспедиции мы будем планировать. Перед отправкой в базовый лагерь Сергея встречает организатор охоты Омаркул. Когда красиво показана охота, она по-другому воспринимается. Когда люди общаются, хорошо организована охота, нормальный цивилизованный подход, выстрел, потом уважительное отношение к трофею. Да, это тоже очень важно. Иногда там вижу фотографии, охотник стрельнул и сидит верхом. Я говорю, это некрасиво и нехорошо. Мы тоже стараемся, чтобы была конкретно, что хорошая сторона. После небольшого отдыха команда направляется на пристрелку. Дағы солды көсте. Я стрелял сюда, нормально. Это 500. А вот это километр, да? Да, километр. Весь путь занял около 15 часов. Последняя точка маршрута на сегодня – основной базовый лагерь. Дальше дорог нет. В горах Киргизии главный транспорт – это лошади. В 5 утра команда выдвигается на поиски трофея. По планам, в первый день охотник постарается добыть архара, а во второй – козерога. Еще один день в запасе. Аргали-Хьюма, также известен как кашгарский или киргизский архар. Этот подвид распространен в Китае и на прилегающих участках восточного Кыргызстана. Аргали-Хьюма по размеру и окраске тела сходит с памирским и тяньшанским подвидами, но рога у него короче и менее закручены. Киргизские архары обитают на высотах от 3000 метров над уровнем моря и выше. Крупные самцы этого подвида весят до 200 килограммов. Архары живут группами до 100 особей.
Причем вне сезона размножения самцы и самки держатся отдельно друг от друга. Половая зрелость у самок наступает на 2-й год жизни, в то время как у самцов только на 5-й. Период гона различается у разных популяций, но в целом с октября по ноябрь. Беременность длится 150-160 дней, после чего на свет появляются 1 или 2 ягненка. Уход самки за потомством длится около 4 месяцев, после чего ягнята становятся полностью самостоятельными. Продолжительность жизни архаров 10-13 лет. Далеко он стоит? Километр. Километр. На одном из склонов егеря замечают крупного самца горного барана. Но он слишком далеко для точного выстрела. Это хороший. Да, хороший. Хороший, конкретный. Хороший, да. Ну что, Идем. идем? Приблизиться к цели охотникам не удается. Архар уходит за перевал. По речке пойдем и поднимемся вот на эту вершину и потом посмотрим. А баран вот за этими горами стоит. Примерно около километров. Чтобы не спугнуть диких животных, лошадей решено оставить на склоне. На гору придется подниматься пешком. А вот эта вершина 4 больших. 4 плюс. Длина рогов киргизского архара варьирует в зависимости от места обитания. В Китае встречаются особи с рогами около 140 сантиметров. В Киргизии средняя длина рогов от 120 до 125 сантиметров. В настоящее время охота на аргалихьюма разрешена только в Киргизии. Самки. Сейчас баранов не видно. В данное время у них гон. Должен быть баран. Где-то он, видать, отдыхает, самки гуляют. Посмотрим. Ну, дистанция 1000 метров до первого холмика. Еще 350. Так раз сократить дистанцию до 650. Было бы неплохо. Ветра практически нет. Ну-ка, погода комфортная. Слишком тепло, оделись только. Жарко. Наконец, один егерь замечает группу баранов. Возможно, среди них есть трофейный экземпляр. Там бугорчик стоит, там внизу, в самом внизу речки. Если сюда пойдем, стреляем. За моей спиной грядет проблема. Снег. Снег, если сильно будет, то, во-первых, заляжет, во-вторых, его видно не будет. А будет ждать. У нас ремня нет, у нас 3 дня. Погода портится, и шансов на то, что в первый день удастся добыть трофей, становится все меньше. Вот сейчас один самец к нам идет. Вот. Чуть-чуть подождем. Вот видите этого камня? Там посмотрим. Если он уйдет дальше, тогда мы спустимся. А если он не спустится, тогда подождем. Ветер усиливается, а склоны начинают покрываться снегом.
Мы видели с этой стороны. Сейчас будем наблюдать там. Если есть, там будем охотиться. Холодно становится. Сейчас до 20 градусов опустится температура. Уже 15 где-то. Снег начинается. Бараны ушли. Большая группа, штук 50. Гон начался, но уходят они от нас. Чуют. В первый день мы видели достаточно много стад, баранов и козерогов. Самки. Самки. Вышли на одну группу. Дистанция была порядка 270 метров. Лежал баран, рога были в траве, и было сложно определить трофейные качества. Мы не стали стрелять. Потом, когда уже наблюдали за ним, это был такой диапазон, не более метра. Общий подъем 1100 поднялись сегодня. Спуск 783. Многочасовые конные поездки по горам – это тяжело. Ноги и поясница после 6 часов, проведенных в седле, изнывают от боли. Сегодня и завтра охотники заночуют в небольшом перевалочном лагере в 15 километрах от базы. Охотники решают не отступать от первоначального плана. Во второй день охоты они попытаются добыть козерога. Снег пошел, видимость, можно сказать, процентов на 40-35. Сейчас мы собираемся на лошадях, за козерогом будем наблюдать. С одной стороны сложно увидеть козерога, с другой стороны сейчас мы уже одели белые халаты, будет гораздо проще подойти. Среднеазиатский горный козел. Этот подвид сибирского козерога характеризуется самыми крупными размерами и самыми большими рогами. Длина тела самцов достигает 170 сантиметров, а вес 130 килограммов, иногда даже больше. Самки существенно меньше самцов, их масса редко достигает 60 килограммов. Рога среднеазиатского горного козла в среднем самые длинные из всех подвидов. Их длина иногда достигает 150 сантиметров, а форма может быть разной, даже среди представителей одного стада. Изгиб меняется от почти прямых рогов до полного полукруга, а расстояние между концами бывает как узким, так и очень широким. Эти животные обитают на высоте от 3500 метров над уровнем моря и выше. Их основной враг в дикой природе – это снежный барс. Старые самцы, ослабевшие за период гона, часто становятся жертвами волков, а рыси ловят преимущественно самок и молодняк. Продолжительность жизни горных козлов в природе – 15-18 лет. Недалеко от перевалочного лагеря группа охотников натыкается на небольшое стадо козерогов. Но это не те трофеи, за которыми приехал Сергей. Тут одни самки, а самцов пока не видно. Мы думаем, что они паслись в ту сторону. Обычно днем горные козлы поднимаются на труднодоступные склоны, чтобы защитить себя от хищников. Егеря считают, что искать достойный трофей следует на высоте от 4000 метров. Начинается опасный подъем. Киргизские лошади отлично справляются с крутыми подъемами. Тем не менее, в особо экстремальных местах егеря просят охотников спешиться.
Несколько метров опасного маршрута иногда лучше пройти на своих двоих. Во время крутого подъема по сыпучему камню лучше не держать ноги в стременах, чтобы в случае падения лошади всадник всегда имел возможность с нее соскочить. Поднялись на 4200. Конечно, лошадка помогает. Пешком бы тут сутки бы точно бы. Так мы поднялись буквально за 1,5 часа от лагеря. А сверху будем наблюдать Козерог. Погода в горах меняется быстро. Вершины заволакивает белая пелена. Второй день охоты имеет все шансы оказаться неудачным. Видимость нулевая, вообще туман. Опыт подсказывает охотнику, что решение идти выше 4000 метров было ошибочным. Он предлагает старшему егерю Рахату спуститься ниже. Мы время просто потеряем сейчас. Не знаю, смотри сам. Если там внизу, мне кажется, внизу сейчас машина. Со скалистых гор команда охотников спускается к пастбищам. Сюда козероги обычно выходят ночью. Егеря сразу замечают небольшую группу копытных. Вот вышли там. Охотник немедленно занимает позицию для стрельбы. Молодчик! Самца удается взять первым же выстрелом. Поздравляю! Сразу после этого из-за склонов появляется множество других козерогов, невидимых ранее. Рога некоторых из них гораздо больше, чем у добытого самца. Этот самый большой был. Самый большой. Да. Напуганные выстрелом, разрозненные группы поднимаются вверх и объединяются в огромное стадо. Давай. Нормально. Давай. Я выбрал самого, не очень большого, метра, наверное. Но другого не было. Видать, крупные внизу еще были. Да. Мы не видели. Крупные были внизу. Ну, главное, достали. Я тебе говорю, внизу козероги. Не, пошли наверх, залезли, что-то. Когда пурга вверху, они боятся. Они вниз спускаются, они ничего не видят там, они внизу сидят. Для них пурга это тоже проблема большая. Ну, у нас было сегодня трудный день, потому что погода нам не дал охотиться.
И на удачу нам вышел вот этот козерог. Решение спуститься было правильно, так как и предполагали, что козероги в пургу и в туман будут опускаться ниже. Есть такой опыт. В ноябре месяц во время гона козероги уходят вниз, и им не очень комфортно находиться стадом там, где они не контролируют вокруг себя территорию. Когда мы спустились уже на уровень 3000, внизу обнаружили стадо козерогов. Дистанция 335 метров. Первым попаданием козерог был повержен. И после того, как выстрел произошел, конечно, мы увидели огромнейшее количество козерогов. Их было 100, если не больше. Они начали движение вверх. И потом долго мы их наблюдали, как они пересекали холмы. Последний раз мы вот уже спустя 1,5 часа еще видели на вершине, они такой цепочкой проходят. В целом я доволен. Хороший трофей. Это мой трофей. Это было мной принято решение, где идти и охотиться. 1 метр 10 сантиметров. Спасибо. Доброе утро. Вот такое у нас утро. Позавтракали. Дошираком вспомнили студенческую молодость. Утром третьего дня начинается сильный снегопад. Если погода не изменится, велика вероятность, что из Киргизии охотник вернется только с одним трофеем. За Аргали-Хьюма решено идти на приграничную территорию с Китаем. Путь предстоит долгий, но егеря уверяют, что именно там можно найти лучшие трофеи. Вот уже свежие следы. Да. Утренние. Да. На холме стоит, хорошо видно его. Вот с этой стороны можно охотиться. Сверху зайдем. Да. Сбоку. Придется подходить метров 300. Да, конечно. Потому что не работает дальномер. Да. Вообще не работает. Туман же. Да снег мешает. Здесь нормально. Это маленький. Да. Может быть, рядом есть еще. Небольшие деревянные столбики в горах обозначают государственную границу Киргизии. За ней нейтральная территория с Китаем. Охота на ней не запрещена. Сейчас они не охраняют границы, потому что тут нет людей. Искомый трофейный Аргали был обнаружен в узком ущелье. Действовать предстояло быстро, а главное тихо. Попал? Мощный самец не упал после первого попадания. Незамедлительно охотник совершил второй выстрел. Он пришелся в убойную зону, но баран продолжал стоять. Только после третьего попадания Аргали рухнул вниз.
Молодчик. 460 метров. Угол наклона плюс 25. Нормально. Давай. Поздравляем. Все, спасибо. Хорошего трофея. Спасибо. Все, на третий день наконец-то взяли барана. Третий день. Первый день не удался. Второй день все-таки решили брать козерога. Взяли козерога. И вот третий день завершающий взяли барана. Появилась погода и появился трофей. Стоял 465 метров плюс 25 градусов. Первым же выстрелом, в принципе, попадание было смертельное, но он еще мучился, не стоял на ногах. Вторым выстрелом принял решение добить, чтобы животное не мучилось. За 3 дня мы сумели реализовать поставленную задачу. Это взятие козерога и барана. Сегодня утром встали, был сильный снег. Думал, что придется продлевать охоту, добавлять день-два. Хотя на такую охоту закладывают как минимум 10 дней. Запланировано было 3 дня всего лишь. Но тем не менее, игре приняли решение уйти в нейтральную зону с Китаем. И здесь мы уже обнаружили самца с самкой. В прицел посмотрел, думаю, что 1,20 м должны быть. Рога для этой местности достаточно неплохой результат. Офигенно! Игря молодцы, хорошо отработали. За 3 дня они показали достаточно большую популяцию зверя. И баранов, козерогов. Спасибо за хорошие выстрелы и хорошую охоту. Вот именно эта охота на лошадях в Киргизии, когда ты испытываешь вот эти все трудности с ночлегом в будке автомобильной, передвижение на лошадях по 25 километров в седле в день. Она такая настоящая натуральная охота. Охота завершена. Теперь предстоит только долгий путь домой. Наша база находится на высоте 4200 метров. Просто подползти к нему это практически нереально. Поздравляю! Все равно мы его догнали. Рекорд в горах На Памире. на нашей базе. Я такого за 30 лет своей работы не видел. Это точно рекорд.